Всем привет! Сегодня у нас будет расклад, какое финансовое чудо ждет тебя. Но, еще раз повторяюсь, как в прошлом раскладе сказал, так и в этом скажу. Я читаю карты. Если карты показывают плохое, чуда нет, то не жди от меня, что я тебе буду говорить: вот ты страдаешь, но придет. Если ты ничего не будешь делать, то придет волшебник на золотом вертолете и подарит миллиарды долларов. За лапшой не на этот канал, сразу говорю. Если никакое финансовое чудо тебя не ждет, я так и скажу. Первый вопрос у нас: что сейчас у тебя в плане финансов, да? Это сигнификация. Что такое сигнификация? Это для того, чтобы понять, для тебя этот расклад или нет. Понимаешь? И сразу скажу, не ждите чуда, чудите сами. Чудо финансовое не приходит к людям, которые сидят в четырех стенах и ничего не делают. Как бы ты этот расклад внимательно не смотрела, если ты ничего не делаешь, чудо не придет. Представляешь, вот такая вот правда жизни. Я знаю, что многим вам не нравится, вам хочется, вы пришли с работы, хочется посмотреть что-то легкое, где тебе говорят: ты справишься, ты молодец, вот сиди дома, ничего не делай, и будет тебе миллиард долларов. Это на другие каналы. Здесь именно то, что показывают карты, без вот этой примеси желания вам понравиться. Я не хочу никому нравиться. Я читаю карты. Прям правдиво, что показывают, то и говорю. Говорят, что ты сидишь в четырех стенах и ни хрена тебя не ждет, я так и скажу. Поэтому не жди, что я буду юлить. Итак, что сейчас в плане финансов, это у нас сигнификация. Я это все объяснил. Давайте начнем наш расклад. Единички, единички. Ну, знаешь, первый вопрос, что сейчас у тебя в плане финансов, это сигнификация. Знаешь, вот твой денежный поток сейчас, это вот как сковородка раскаленная. Вроде огонь под ней есть, да, и масло шипит и бурлит, ну, вот эти вот, шпунькает. Но если не переворачивать яичницу, то все пригорит. И вот ты сейчас в таком же раже вкалываешь, что даже вот смотреть страшно. То есть, я объясню, ты не сидишь на месте, нет, ты вот новые проекты запускаешь там, идеи из тебя сыпятся, как из рога изобилия. Энергии у тебя хоть жопой жуй. Но загвоздка есть. Тебе не хватает четкого плана и расстановки приоритетов. Ты как белка в колесе, вот крутишься, а результат пока на уровне, ну, кое-что вроде как есть. И знаешь, еще один момент. Ты завязана на кого-то в деньгах. Это или партнер по бизнесу, да? Или клиент, который тебя кормит. Ну, хотя это может и муж, с которым у тебя бюджет общий. Но факт в том, что тебе надо постоянно с ним договариваться, постоянно под него подстраиваться, искать какие-то компромиссы. И это тебя выматывает. И ты на старте какого-то важного дела, которое может дать тебе вот то, что ты хочешь. Но пока все вот, как сказать, на волоске висит из-за твоей зависимости. Короче, денег сейчас тебе хватает на вот эти вот, как сказать, базовые потребности, но до жиру далеко. Все силы уходят на поддержание вот этого статуса кво. Ну, базовые потребности и так далее. И сейчас ты не можешь сфокусироваться на одной цели. Понимаешь? Потому что ты мечешься между вот 5 направлениями, и к концу года, если ты так ничего не будешь делать, будет стабильный минимум.
Понимаешь? И без прорыва. Да какое финансовое чудо тебя ждет? Тапочки готовь. Потому что тебе нужно будет бежать за своим счастьем. Чудо будет, знаешь, как вот билет лотерейный, который тебе подсунут вот в самый неожиданный момент. То есть ты вот это чудо сначала даже не распознаешь. Ты подумаешь, что это еще одна там возможность из миллиона твоих других. Но это будет такой шанс, который всю твою жизнь встряхнет. То есть тебе предложат или участие в проекте, который тебе будет казаться каким-то безумным, типа там переезд в другой город и так далее и тому подобное. Но именно он вытащит тебя из финансовой ямы. Понимаешь? Но то важно, чтобы вот этот пряник халявный сработал, тебе придется стать жесткой прагматичной женщиной. Нельзя будет ныть, вот эти твои любимые, ой, я еще не готова, или а вдруг у меня не получится. Нет. Придется взять это все под полный контроль. Понимаешь? И будет тебе, конечно, неудобно, потому что это вне зоны твоего комфорта. Потому что твои вот эти старые схемы заработка, отношения с людьми, которые тебя тянут, все это в один момент может рухнуть. То есть башенку твою прибьет штормом. И вот тогда ты увидишь, где деньги настоящие. В итоге ты не только деньги получишь, а финансовую независимость. Но, еще раз повторяюсь, если не будешь вот в тапочках, про которые я сказал, нужно будет и ходить, и прям бежать за своим счастьем. Даже не идти, а бежать. И вот путь к этому, как сказать, денежному удовольствию, я бы так сказал, да, будет через разгребание обломков старой жизни. Понимаешь? Что тебе делать, зная все это? Ну, знаешь, твоя задача сейчас не сойти с ума. Вот это вот все. То есть не нужно бросаться с головой в этот денежный водоворот, а нужно наладить баланс. Понимаешь? Вот были же советские телевизоры, я не знаю, как у тебя, вот такие берешь плоскогубцы, в дырочку туда за этот плоскогубцами засовываешь, чтобы канал переключать. Помнишь? Но тогда было как? Нужно было не просто переключить, да, там в позицию в эту, а вот немножко еще сдвинуть, чтобы хорошо ловил. Помнишь такое? Помнишь. То есть вот ручку вот эту плоскогубцами крутишь, пока вот четкий сигнал не получится. Вот напиши в комментариях, ты поняла про что или нет. Вот прям у меня прям этот, как сказать, нахлынули. Потому что у всех вот эта ручка переключателя сломана, и есть рядом с телевизором плоскогубцы. Вот у тебя точно был. И вот прям вот так вот наполовинку, не до конца переключить, а на четверть. Вот так вот как-то в полуповешенном состоянии. Поэтому вот тебе так нужно. Понимаешь? Прекрати метаться между 5 работами и 10 подработками, и ты ничего до конца не доводишь. Выбери самую перспективную тему и все силы в нее вложи. Остальное в мусорку. И перестань вот зависеть от мнения других, потому что прям фонит от тебя. Если вот этот партнер по бизнесу, да, или вот этот вот человек, от которого ты зависима, тормозит процесс, то дай ему пинка под зад. Если муж не верит в твои проекты, рот ему закрой скотчем, ну или своими будущими чеками из магазина дорогими. Но делай это все без истерик, потому что ты должна быть хитрожопая лиса. Ты должна конфликты, вот, как сказать, обходить, а не лезть на рожон. Сейчас для тебя важно не миллион заработать, а выстроить систему, где деньги будут идти без твоего постоянного надрыва. И семью в сторону не пинай, потому что они станут вот твоей подушкой безопасности, когда все полетит в тартарары. Встречи с подругами,
обязательно, да, там семейные ужины, даже просто кино посмотреть с мужем. Это все топливо для твоего успеха. Не превращайся в загнанную лошадь. Ни в коем случае. Работай, то есть, но не забывай дышать. Плыви, но плывай подышать. Вот как-то по-другому я не могу сказать. Все слова перебрал. Итак, давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки, двоечки. Что у тебя сейчас в плане финансов? Ну, знаешь, по деньгам у тебя сейчас вот как вот сказать, как бабушкин сундук. Там деньжонки есть, но ты копаешься в старом хламе вместо того, чтобы разобрать это все. То есть тебе вот кто-то подкидывает денег, может, родня вспомнила, что ты существуешь, или наследство какое подвалило. Но вот вместо того, чтобы четко решить, куда эти деньги вложить, ты просто застыла, как вкопанная. Ты вот как будто глаза закрыла и стоишь посреди дороги, пока телега с деньгами мимо едет. А мыслями ты в прошлом. Ты вот вспоминаешь, как в детстве тебе давали там на мороженое, да? И ждешь, что сейчас кто-то придет и решит за тебя. А реальность-то в чем? Эти деньги — это не подарок судьбы, это костыль. Ты их тратишь на ерунду, потому что боишься сделать серьезный шаг. И самое плохое, ты даже не пытаешься понять, что тебя тормозит. Вместо анализа, вместо плана у тебя вечный вот этот диалог внутри. А вдруг не получится? А может, лучше оставить все как есть? Короче, ты играешь сейчас в слепую кукушку. Твои деньги, они скоро превратятся в тыкву. Деньги есть, да, но они у тебя не работают. И ты сама роешь себе яму вот этой пассивностью. Понимаешь? Хватит ныть, что мир страшный. Либо меч в зубы бери и руби, либо смирись, что будешь вечно сидеть на подачках. Понимаешь? Какое чудо финансовое тебя ждет? Ну, знаешь, тебе влепят не просто шанс, нет. Тебе вот настоящий денежный пинок под зад будет. А случится две вещи сразу. Какой-то молодой человек с такими горящими глазами и так далее тебе безумную идею предложит. Типа вот, знаешь, безумная идея вот наподобие: а давай продавать носки для кошек, да? Ну, это я тебе пример просто сказал. А второй мужик, ну, человек, он конкретный план тебе принесет, как это все провернуть. И знаешь, что самое? Вот это все выстрелит. И не просто там, ой, немного подзаработало, да, а реальный прорыв, типа вот, как сказать, сотрудничество крупное, выход там на международный рынок. Понимаешь? И все начнется с простой ерунды. Вот как будто вот случайно разговора в кафе, там, или там, как сказать, с подругами вот этот диалог. Понимаешь? И вот это то, что перевернет твою денежную ситуацию. Главный момент — не прозевать. Потому что вот эти люди двое, они придут с идеями и выглядеть как ненормальные будут. Но за их бредом скрывается золотая жила. А выигрыш твой в том, что тут, как сказать, смешается творческий подход с четкими расчетами. И это даст тебе в разы больше, чем ты сейчас имеешь. Поэтому жди предложения, где вот нужно будет и душу вложить, и мозги включить. Но сразу предупреждаю, чуда не будет, если ты просто будешь сидеть в позе страуса, понимаешь? Что делать, зная все это? Ну, знаешь, вот хватит метаться, ты мечешься.
Сейчас вот перед тобой будет вот этот жесткий выбор. Либо ты продолжаешь бултыхаться в болоте из своих страхов, либо жизнь берешь за жопу и крутишь как надо. И это не эфемерно, я говорю, не эфемерно, типа, ой, может, надо подумать. Это будет конкретная развилка, не эфемерно. С одной стороны, стабильность, как сказать, вот стабильность денежная, а с другой стороны, крохи, которые у тебя есть. Понимаешь? Риск есть, но зато деньги реальные и рост. Твоя задача перестать кислую мину на лице делать и включить королеву, понимаешь? То есть, вот я не знаю, как слово «стерва» заменить. Вот сделай из себя вот эту самую стервозную тетку, которая рулит проектами, а не всем подряд кланяется. Понимаешь? У тебя же все для этого есть. Опыт есть, навыки есть, даже начальный капитал есть. Но много не вкладывайся. Там дело не в деньговкладывании, понимаешь? Там главное твои мозги и хитрожопость. Понимаешь? Эти двое они будут. Не жди одобрения подружек, не жди одобрения бывшего, не жди одобрения настоящего. Ты главное в своей жизни, никто другой. Твоя фишка сейчас – это вот жесткий контроль и уверенность в своих собственных силах. Не уверенно приходи в проживание, в маге ты в своих силах будешь уверен. Ой, заговорился. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Троечки, троечки. Что у вас в плане денег? Ну, знаешь, ты сейчас как проклятая вкалываешь. Каждую копеечку защищаешь, как крепость. А тебя со всех сторон атакуют. У тебя уже вот, как сказать, надрыв, вот как сказать по-другому-то, запарилась ты, если говорить простыми словами. Ты допоздна на работе, ты на 2 работах, ты пытаешься, как сказать, все зубами вытянуть. Но проблема не в том, что денег мало, нет. Проблема в том, что ты уперлась в тупик, и ты не видишь, куда еще можно, как сказать, завернуть. Тебе подкидывают варианты, может, там повышение на работе, или кто-то предлагает вложиться в дело, но ты нос воротишь. Типа, нет, не мое, я еще не созрела. Или вообще не замечаешь, как мимо шанса проходит. Например, вот тебе предложат что-то хорошее, а ты, ой, я устала, ой, я сериал лучше посмотрю. Это и есть твоя беда. Сил ты тратишь до хрена, а голова забита старыми вещами, так скажем. Ты поняла, какое слово хотел сказать? Ты как лошадь Пржевальского, да? Тянет повозку в гору, но не видит, что можно вообще свернуть-то на ровную дорогу. Нет, она будет упорно ломиться вперед, пока ноги, как говорится, не откажут. А потом удивляешься, почему на счету у тебя 3 копейки и по кредитке долги. Знаешь, в твоем случае нужно головой работать, а не только руками. Да, дед, легко сказать. Ну так иди в проживание, пожалуйста. Да какое финансовое чудо тебя ждет? Знаешь, чудо-то будет, но не жди манны небесной. Ты сейчас вот как эта лошадь, да, проживальский ослик, который тащит 10 тюков сена, а у тебя работа это, и долги это, и семья на шее сидит это. Но появится мужчина, ну или женщина, неважно, взрослая и вот, как сказать, вот с яйцами. Вот, нет, это не вот эти вот, полупокер, нет, это, знаешь, вот с железным характером, с яйцами железными, и скажет тебе, слушай сюда, вот
Скинь вот половину вот этой хрени, которую ты несешь, а не то ты сдохнешь. Вот оно прям так и скажет. И вот этот человек реально поможет тебе разгрузиться. Это или начальник, начальник, начальница, которая повысит зарплату, или вот если у тебя свой бизнес, кто-то вот влезет тебе помочь. Понимаешь? То есть человек, который вот долги порешает, не обязательно денежные долги, а вот твои долги вот с этими 10 тюками сена, понимаешь? И тебе придется послать кого-то или что-то, что вот тебя на дно тянет. У тебя тут, как сказать, избавление от вот этого груза. Вот все, по-другому тут никак не сказать. Страшненько будет, да. Но вот этот мужчина или женщина, они тебя возьмут за шкирку и вытащат из дерьма. Вот прям вот так вот. Это если только ты согласишься. Главное, не упрямься. Не упрямься, когда тебе бросят вот этот спасательный круг. Не плыви ты от спасательного круга. Колючий будет спасательный круг, но тебя вырвет из твоей зоны комфорта. А твоя зона комфорта — это сейчас 10 тюков сена тащить на себе, и все и вся ты всем должна. Это твоя зона комфорта, вот тебя вытащит. Что тебе делать, зная все это? Хватит ныть. Хватит ныть. Мне всегда совет хочется всем сказать: хватит ныть. Собирай манатки и вали от всего, что тебя разоряет. Прямо вот сейчас садишься и пишешь список, что тебе деньги приносит, а что высасывает последние соки. Вот прям напиши, потому что визуально это более понятно. Не придумывай в голове эфемерный список, а напиши на бумаге. Понимаешь? Все, что во второй колонке, да, то, что тебя из тебя соки высасывает, все нахрен, без сожалений прям. Переезжай в квартиру подешевле, отдай детей маме своей на лето. Подработку кинь, которая, как говорится, прям твоим потом питается, а копеечка только идет. Но не просто тут все бросить. Нужно найти что-то стабильное и надежное. Понимаешь? Вот устройся в контору, где есть там соцпакет и премии. Понимаешь? Открой депозит. Вот это когда деньги ложишь, тебе там 1 раз в месяц приходят проценты. А не швыряй деньги всякие направо и налево. Скажешь: как? Вот открой вклад и ложи туда по 100 рублей. Там, если ты, смотря из какой страны ты, да, $1, там, 1 евро, не знаю, какая у тебя валюта. Откладывай. Хотя бы скажешь: ой, а чё мне там со 100 рублей? А возьми за привычку. Потом ты втянешься. Понимаешь? Скучно, да, не круто, да, зато ты не будешь каждое утро считать гроши в кошельке, понимаешь? И пулять деньги свои на ерунду прекрати. Никаких вот этих: ой, черная пятница, ой, там акция, или вот это вот, которая самая такая манипулятивная, когда женщины сами собой манипулируют. Это знаешь как? Я это заслужила. И тратит последний, потому что я это заслужил. Каждая копейка только в дело. Или на подушку безопасности, никак по-другому. Озон, Wildberries, eBay и прочие вот эти торговые площадки удали с телефона. Они тебе не нужны. И через полгода такого режима ты сама не узнаешь себя. И денежки на счету будут. Главное, не сворачивай. Не получится по-быстрому — фигня, делай потихоньку, но зато каждый день. Как муравьишка, помнишь, да? Он, когда увидит большую печеньку, да, он зовет всех своих братанов тащить ее вместе. Вот не нужно тебе это все тащить одной. И всегда помни, что дед с тобой рядом.